Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Сегодня я буду импровизировать и смотреть то, что мне будет идти. Но на самом деле у меня есть уже одна сборочка, которую я хочу вам показать. Это синергия новый, просто синергия нового. Ну и, соответственно, через Грейвза поиграть. Грейвс — это вообще уникальный легендарный герой, но я очень надеюсь, что он просто придет очень рано. Ну и, соответственно, придет очень рано в 2 звезды. И, надеюсь, хорошие предметы еще выпадут. А также я надеюсь, что в этой игре у меня будут аугментации на воровские перчатки. О них мы сейчас поговорим в дальнейшем. А пока что присаживайтесь все поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам дня. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, кто до сих пор этого не сделал. А также подписываемся на мой телеграм-канал. Ну а кто может стать спонсором, милости прошу к нашему шалашу. Все ссылки есть в описании и в комментариях. А также, ребят, я завтра планирую... Ой, для меня это завтра, для вас это сегодня. Я планирую запустить стримчик, поэтому когда и во сколько он будет, я напишу в своем телеграм-канале. Поэтому всех жду, обнял, приподнял, запасайтесь вкусняшками, как раз выходной день. Короче, отдохнем по полной программе. Так, по поводу воровских перчаток. Мне там в комментариях писали, на стриме писали, типа, Саня, почему ты не используешь аугментацию воровских перчаток? Ну это же лютая имба. И я полностью с этим согласен. Это в действительности лютая имба. И надеюсь, соответственно, что мне сейчас эти аугментации выпадут. И я надеюсь, именно прям набор аугментаций выпадет. Почему набор? Потому что я хочу, чтобы... Во-первых, у меня выпала аугментация на воровские перчатки, которые постоянно будут давать мне все нужные предметы под конкретного героя. Это раз. Да, единственный минус это то, что в каждом раунде... Ладно, давайте об этом чуть-чуть попозже. Сейчас расскажу именно, какой набор аугментации я хочу. Во-первых, первую аугментацию, которую я хочу, это воровские перчатки. Это раз. Блин, не знаю, на чем сыграть. Пока вот так вот сделаю. Вот. Вот. Воровские перчатки. Сейчас посмотрим, что выпадет. Что у нас тут, что у нас тут? Ну, показывай, давай. Терпение, выжившие, струящиеся слезы. Выжившие — это, конечно, прикольная тема. Карманные деньги такое. Аугментация на ранг выше норм. Я, кстати, возьму аугментированную силу, чтобы у меня следующая аугментация была на ранг выше. На перчатки ничего не упало, к сожалению, но надеюсь, что следующая аугментация 100% выпадет. По предметам спешить не буду, потому что, ну, есть перчатки, они... Хотя я могу клятву защитника сделать, в принципе, тоже нормальная тема будет. Ну, типа, да. Вот такой вот набор героев я хочу сделать под Грейвзом. Не знаю, делать, не делать. Талон мне в 2 звезды пришел. Талон, на самом деле, прикольный герой. На самом деле, если он вам пришел в 2 звезды рано, то, соответственно, берите и ставьте его на стол. Это тот герой, который находится в задней линии противника. Просто заходит ему в туза и начинает так всех там чикать потихонечку. Короче, он прикольный герой, поэтому, если пришел в 2 звезды, ставьте обязательно. Так вот, дальше, по поводу аугментации. Во-первых, хочу, чтобы выпало именно на воровские перчатки, чтобы постоянно падали все нужные предметы под конкретного героя. Это раз. Второе, я хочу, чтобы выпала еще аугментация на лучезарную перчатку, чтобы именно были лучезарные предметы в конкретном герое у меня. Это на самом деле топовая тема будет. Вот. Ну, а там... Наверное, еще предметы Пандоры хотелось бы, но на самом деле у меня осталось 2 аугментации, мне вряд ли выпадет предметы Пандоры, поэтому я надеюсь, что мне выпадет 2 аугментации на воровские перчатки. Все, в принципе. По поводу минусов, вот такой вот аугментации. Давайте, наверное, сразу с плюсов, а потом с минусов, правильно? Так будет? Ну, так будет правильнее, мне кажется. Короче, в чем суть? Воровские перчатки, вот именно если аугментация падает на воровские перчатки, они постоянно будут давать мне те самые нужные предметы под конкретного героя. Это на самом деле топовая тема, потому что вы всего лишь тратите 2 предмета, это 2 перчатки, а взамен получаете все адекватные предметы под конкретного героя. Как бы плюс, да? Тут. И, соответственно, вы, по сути, всех своих героев можете одеть. То есть все герои, которые у вас на столе, они все будут с предметами находиться, если вам достаточное количество перчаток выпало. И именно по этой причине я говорю, что хочется, чтобы выпала аугментация, предметы Пандоры, чтобы можно было спокойно эти перчатки фармить. И просто во всех героев натыкать эти перчатки. Плюс тут огромный. Все герои с предметами, как бы сильно, да. Минусы. Предметы будут постоянно рандомные. Они будут нужными, но они будут постоянно рандомными в каждом раунде. То есть нужные в плане того, что там, если у вас физовый керри дальнего боя, то, соответственно, вы будете получать грань бесконечности, там красное усиление и тому подобное, и так далее, и так далее, и так далее. Тут, я думаю, как бы понятно. Вот.
Но из минусов это то, что если у вас несколько физовых героев, допустим, дальнего боя, то у вас несколько героев могут появиться с одинаковыми предметами. То есть, допустим, у каждого может быть по красному усилению, по расколу брони, и вообще может выпасть раскол брони, а вы играете через новую, соответственно, вам это не надо. Но из плюсов это в действительности то, что все ваши герои будут с предметами. Хоть и не всегда они будут прям подходить, синергировать друг с другом. То есть тут, я думаю, это понятно. Ну и плюс сама перчатка, она дает шанс крита, что в принципе топчик. Ну, в целом, вроде бы как бы все по поводу вот этих вот аугментаций. По поводу сборки, ну, я хочу через Грейза поиграть, но посмотрим, что будет идти. Если будет хорошо идти, то, соответственно, что-нибудь через другое сыграем. У меня есть на примете, это сыграть через Разрушители Времени. Именно как коровая синергия. Через керри Ривена там, не через керри Милию и тому подобное. Вот именно через Ривена хочется сыграть. Через Шена хочется сыграть. Именно через 4 ячейки топ на самом деле. Хочется ячейки взять. Беру ячейки. Ну, реально, ячейки это топовая тема. Еще и Пантеон пришел, но перчатки нет. Ну, берем Пантеон, а что делать еще? Пантеон 2 звезды, в принципе, будет очень приятно. Вот. Что еще? А, вот по поводу Разрушителя Времени. В чем суть Разрушителя Времени? Когда вы собираете 4 человека, полную синергию, то ваши Разрушители Времени получают плюс 50% скорости атаки. Это очень много, это очень сильно. Как бы... Тут понятно, я думаю, с этим. Так, в Маокае закидываем ячейку, и в Маокае сразу закидываем вот этот вот предмет. Продал лишних героев, чтобы выйти в хорошую экономику. Потом, если что, найду. Так это не сильно-то и критично по поводу Разрушителя Времени. Но это пока что на бумаге. Может... Не, ну если будет очень жестко идти Ривен, то мы, соответственно, перестроимся в Разрушителя Времени. И если, соответственно, будет идти еще и Шен сверху. Шен, если что, это герой легендарный. Он Разрушителем Времени является в текущем патче. Ну и, соответственно, он керри. То есть он не саппорт, он керри. Это чтобы вы все понимали. Поэтому имейте это в виду. Герой на самом деле дохренища урона вкидывает. Тут меня что-то аннигилируют. Что-то больно бьют. А у чувака предметы Пандоры. Но ничего страшного. Сейчас будут мопчики. У меня уже 30 монет. Кайфуем. Кайфуем. Сегодня мы с тобой кайфуем. Кстати, ребят, больше фидбэков в комментарии. И спасибо за лайки. Реально, мне нужна ваша поддержка в виде комментариев и лайков, чтобы ролики продвигались в тренды и рекомендации. Без ваших лайков и комментариев этого всего не будет. Поэтому благодарю всех за вашу поддержку заранее. Так, талона продам, поставлю 2 Акали. Акали, на самом деле, тоже, если вам пришла в 2 звезды, то очень сильный герой. Даже в 1 звезду он очень сильный герой. Прям нормально так наваливает движа, если все нормально поприходило. Вот. Также меня там на стриме просили записать ткачей судьбы. Я пробовал несколько раз записать ткачей судьбы. Я так жестко рейтинг слил, что просто не передать словами. Вот серьезно. Ткачи судьбы как-то для меня тяжело реализуются. Хоть там есть и корки, и все такое. Но это очень тяжело почему-то реализовать для меня. Вот не знаю, с чем это связано. Серьезно, не знаю. Я пытаюсь, я пробую, но я очень много рейтинга уже слил, когда пытался реализовать этих ткачей судьбы через корки и несокрушимых. Ну не получается что-то, не знаю почему, чего не хватает. Я так анализировал, сидел, думал, как лучше выходить. Я делал вроде бы, как бы, знаете, все по фэншую, все по инструкции. Ну, что-то не хватает. Кстати, да, если что, у меня немножко нос заложен еще, поэтому я немножко так, знаете, беру паузу, подышать, чтобы набрать воздух в легкие. Что-то еще хотел сказать. Что еще я хотел сказать? А, я побрит. Невероятно красив. Просто такой. Мачо. Горячий парень. Настроение хорошее. Настроение хорошее, игривое. Поболтать хочется, потрындеть хочется, порассказывать много хочется. И в целом, ребят, мне интересно, дайте свое мнение по поводу подачи контента. Насколько вам нравится подача контента и все такое. Дайте мне этот фидбэк. Дайте шуму. Наведите шуму в комментариях. Так, я пока спешить не буду. Пусть наковальня сидит. Пусть она отдыхает.
Кейтлин поставлю, пусть у меня будет 4 новые. Идем в уровень. Для того, чтобы Грейвза мне реализовать, мне нужен минимум 9. Минимум. Ну, это чтобы просто хорошо легендарки шли. Не, ну, конечно, если ты супер скилловый, то, по сути, ты и на 7 уровне можешь спокойно себе наролить Грейвза в 2 звезды, либо какую-то любую другую легендарку в 2 звезды. Но это если ты супер скилловый. У меня вот, допустим, игра была... Ну, для меня эта игра была вчера. Так вот. Играл я вчера. Играл я, по-моему, на чем? Короче, не важно, на чем я играл там, потому что я там отлетел больше, чем с топ-4, потому что там был супер скилловый чувак. Он за 3-ю стадию собрал себе Грейвза в 2 звезды. Класс, да? За 3-ю стадию он его собрал в 2 звезды, и у него были идеальные предметы. Боже, как же он мне черепушку отломал. Тупо не передать словами. А еще, кстати, я хочу такую тему интересную попробовать сделать. Чугата керри через 6 дебаширов. Но это надо, чтобы Чугат очень рано пришел в 3 звезды. Поэтому там надо, чтобы все карты сложились. Так, триада. Наковальня нет. Ну дай перчатки, пожалуйста. Ну дай перчатки, пожалуйста. Да! Отлично! Так, ребят, ну что, реализуем. Реализуем эту аугментацию. Но только надо каким-то образом эти перчатки понаходить. Вот поэтому я говорю, что предметы Пандоры нужны. Видите, мне тупо... Все, у меня будет одна перчатка, больше у меня ничего не будет. Но я надеюсь все-таки, я буду в это верить, то, что у меня будут перчатки. Так вот, и я хочу вам показать талисман Вознесения. Это такой предмет, только я не помню, как он им... В комментариях, если что, поправите, короче, подскажете. Я не помню, как талисман Вознесения этот получается. То ли это божественный артефакт, то ли это обычный артефакт. И вот я хочу вам показать реализацию талисмана Вознесения через 6 дебаширов и нову. Короче, в чем суть? Мы запираем Маокая в какой-то уголок, закидываем этот талисман Вознесения, закидываем ему клинок Гинсу, закидываем ему кровопийцу, просто ставим его в уголок, ждем. Через 22 секунды он получает нереально огромное количество статов и просто выпускаем этого кракена разваливать всем кабины. Но это все на бумаге, это все теоретично, естественно, что это будет очень сложно реализовать. Но я хочу это попробовать. Очень хочу. Ну, в комментариях поправите меня, как там достать этот предмет, я не помню. По-моему, это артефакт. И он только с аугментацией падает. Но это, насколько я правильно помню. Так что вот. Кстати, если что, эту игру я играю сам, без Марка. Марк, к сожалению, слился. Ему отдыхать надо. Он работает, человек работящий, а у нас с ним время очень сильно разбегается. Поэтому, когда мы с ним играем, у него, по сути, вечер, у меня утро. Поэтому сегодня мы без Марка, а сегодня мы просто на чили, на расслабоне. 60 хп у меня. Не знаю, то ли на 7 уровне начать ролиться, то ли на 8. Ну, в идеале, конечно, взять 8 и начать ролиться. Ну, это в идеале. В идеале вообще 9. Но я так смотрю свое на количество хп, я понимаю, что это фиаско, братан, будет, если я сейчас начну до 9 идти. Поэтому, наверное, 8 возьмем и начнем ролиться. Или лучше даже на 7 начать. Вообще, синергия новая. Очень приятная синергия. Вот серьезно, она так дохренища бонусов дает приятных, что просто в шоке. Ты вот эту синергию новую, по сути, можешь в любую сборку докидывать, ну, вот именно того же самого Атрокса. Через 8 секунд, все, вы получаете охренительный бонус по расколу брони и сопротивления. И все, вам не нужны никакие предметы на раскол брони и сопротивления. Топ. Корки. Берем корки. Вообще повезло. Во-первых, корки. Сейчас он у меня будет как керри стоять. Во-вторых, в нем перчатка. А мы знаем, что сейчас мне нужны предметы чисто перчатки. Я вот хочу, чтобы мне следующая аугментация выпала. Это лучезарная перчатка. Но, по-моему, она не выпадет, но очень хочется. Короче, в чем суть этой лучезарной перчатки? Вы помните, да? Я взял аугментацию, которая 100% будет давать мне нужные предметы. Во-вторых, если я возьму эту лучезарную перчатку, то, соответственно, мне будут появляться предметы лучезарные, необходимые мне. Вот. Ячейку закидываем, перчатки берем. Бэм. Все. Охренеть. Синее усиление в корке залетает. Нормально. Нормально. Пойдет. У меня 49 хп. Да. Не, ну корки у меня сейчас появился. По сути, с корки я должен себя хорошо чувствовать.
По сути. А вот как оно будет по факту, это мы сейчас узнаем. У меня хотя бы хоть какой-то Кири появился, и Маукай уже, он более-менее огромный танк. Я просто сейчас держу кулачки за то, что мне выпадут предметы Пандоры, и я буду эти перчатки спамить в каждого своего героя. Но на самом деле, я бы, знаете, как играл через перчатки? Ну, типа, обалденно, да, когда ты во всех героев позакидывал перчатки, они тебе каждый раунд дают новые предметы. Но я бы, наверное, делал танка с адекватными предметами. То есть с нужными ему предметами, чтобы они каждый раунд не менялись. Потому что, ну какой толк от того, что если у тебя будет 3 танка, и в 3 танках будет тот же самый плащ, который будет обжигать? Ну, такое. Я в целом этот плащ не люблю, потому что он как-то, ну, такой себе. Не знаю, мне так разрушители времени идут. Может, реально на разрушителях времени катнуть? Вот так сделаю. Попробуем до 8 дотерпеть. На 8 начнем ролиться. И надеяться на то, что все выпадет. Ячейку хочу на поджог, чтобы выпало. Вот я сейчас, кстати, беру вот этого бога Ясу. Он дает ячейки. И когда ты выбираешь его сторону, именно 3 ячейки выбираешь. Это самый главный момент. 3 ячейки. Потому что если 2, то бонуса такого жесткого не будет. Когда 3 раза в этого Ясу выберете, то ячейки на 50% больше будут давать и усиливать. Короче, ячейки усилятся на 50%. Топ. Ну вот с Корки, на самом деле, теперь попроще играть-то стало. У меня есть четкий керри, который наваливает. Наводит шуму. Может попробовать 4 ткачей судьбы поставить? Может эта игра пойдет как надо, а? Я, конечно, сомневаюсь, но надеюсь. Ривен. О. Хочется Ривена. Хочется. Ривен вообще сильный герой. Хороший, сильный керри, который постоянно себе и щит подкинет, и урона нанесет. А еще он герой уникальный. Ты, если физ предмет ему закинешь, он физой будет бить. Если маг, то магом будет бить. Короче, чем больше... Если больше силы умения, либо больше физической атаки, то, соответственно, у него урон меняется постоянно. Такой прикольный герой. Необычный. Куча предметов. О, там Кенш, еще один Корки. Перчатка. Топчик. Просто топчик. Ну, надо там Кенча ставить. Не знаю, нужна ли мне Акали. Я еще по предметам сейчас не хочу спешить. Я хочу сейчас посмотреть, что мне за аугментация выпадет. Потому что предметы, ну, по факту, под физового керри какого-нибудь. Давай, Ривен, покажи мощь. Я тебе разрекламировал так. Наваливай. Чпуньк. Еще поставлю 4 разрушителя времени. У него будет огромная скорость атаки. Он будет нормально еще бить всех. А, ну, кстати, когда он активирует свой ультимативный, то он еще и массового урона кидает. Помимо щита, он еще и массового урона кидает. Топчик. Так, 49 хп, но ничего не страшного. Тут чел очень сильный. У него Twisted Fate в 3 звезды, более-менее предметы адекватные у него. Но звездочеты, откровенно говоря, тут так себе. Чистый урон или божественный артефакт. Я чистый урон возьму. Божественный артефакт, это, конечно, было бы круто, но у меня, вы помните, перчатки вора. Возможно, я сделал сейчас огромную ошибку, что так сделал. Надо было, наверное, взять божественный артефакт, а вдруг там чудо Сараки выпало бы, я бы в Маукая бы закинул, было бы норм. Я, наверное, все-таки на 8 уровне начну ролиться, потому что тут противники очень серьезные. 5 нового еще типа у меня тырит. А, звездочеты тут так себе. Ну ладно. На нове, походу, не судьба поиграть сегодня. Ну ничего страшного. Тяу-тяу-тяу-тяу-тяу. Блин, реально такое настроение интересное.
Кстати, по поводу разрушителей времени. Я хоть и рассказывал, но за победу я получаю опыт, за проигрыш я получаю халявные роллы. Тоже классная тема. Надо будет как-то полноценно реализовать этих разрушителей времени. Ну, посмотрим, может и сейчас реализую. Акали в 2 звезды. Ну, мощный герой, мощный. Хочется его оставить. Маукая в 3 звезды хочется. Не знаю, может реально собрать уже какой-то предмет. Мне просто нужен каменный доспех Гаргули. Он 100% необходим в Маукае. И вот, кстати, по поводу клятвы защитника. Я тоже считаю, что клятва защитника очень классный предмет Маукая. Потому что клятва защитника дает щит, который от 20% от максимального количества здоровья. Это много. Это очень много. Поэтому я считаю, что клятва защитника это топ-предмет под таких героев, у которого огромное количество хп. Может, я не прав. Но мне кажется, это топ. Чел Ривена украл. Воришка. Воришка моего Ривена украл. Давай, 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 давай. Ты у меня Ривена, я у тебя корки украду. Не получишь ты корки. Не получишь. Давай, 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 корки. Давай, давай, хорош. Кстати, по поводу ткачей судьбы. Я считаю, что под корки надо обязательно ставить ткача судьбы. Тогда он чаще ракетки пускает свои топовые. И поджог еще есть. Блин, ну еще один Ривен. Не, ну может реально попробовать тогда сейчас на разрушителях времени катнуть, раз мне так Ривен идет. У меня, конечно, хп не так много, и билд такой немножко странный. Но в целом можно попробовать. Хорошо, что ячейка на поджог выпала. Вот ячейка на поджог это мой гарант на то, что мне будет постоянно, что у меня будет постоянно ячейка с поджогом, а не какие-то рандомные предметы из-за перчатки. Бэм. 8 есть. Поставим Акали. Деньги лутаем, ставим Кинча. Ячейку на поджог кидаем. Че, паролимся? Я, кстати, в ячейку на поджог поставлю Ривена. Ривен же он у меня магический. Ну, короче, он у меня такой уникальный герой, который бьет и магическим, и физическим. Поэтому ему подойдет. Не знаю, может еще одну клятву защитника сделать. Потому что лучше я ничего не сделаю. Тот же самый королевский венец мне никуда не вписался. Наверное, стоит все-таки сделать еще одну клятву защитника. Либо подождать до бога и там посмотреть. Там бог мне даст по-любому предметы. Кусочки, компоненты. Надо будет эти компоненты переделать. Ну да, сейчас, когда у меня один корки, тяжеловато. Тяжеловато играть. Вообще в Маукае хотелось бы, конечно, каменный доспех Гаргули, доспех Вармога и какой-то коготь дракона было бы топово. Я получил бы дохренищее количество хп и хп реген раз в 2 секунды. Он у меня был бы просто такой кусок мяса огромного. С каменным доспехом Гаргули быстро бы он точно не умирал. Опа, Ривену в 2 звезды, здорово. Ше! Ой, аж... Ого! Ого! Шенок-то круто! Очень надеюсь, что мне сейчас выпадет еще перчатка. Блин, у меня там ячейка на хп. А Шен дает броню. Но он и дает скорость атаки этим мечом. Не знаю. Как же лучше поступить-то, а? Акали в 3 звезды у типа. Это неприятно. Хотя у меня Ривен нормально присосался к Акали. Ой, хорошо, вы ее разорвали. Чисто. Чисто сработано. Я нормально разваливаю на самом деле. Так, сейчас будет бог давать свои плюшки. Ячейки усилятся на 50%. И мне надо 100% 2 перчатки найти. Хочешь, не хочешь, Саня, но надо крутиться, вертеться. Перчатка одна, мне надо 2. 2 перчатки дай. Молодец. Джин. О, ну мне кажется, что мне кажется? Вот что мне кажется? Мне кажется, что надо
Оставлять Атрокса и Маукая. И оставлять Разрушитель Времени. А что еще делать? От нового придется отказаться. Атрокс, Маукай дадут мне бонусы свои, Киндред. Узнают о нас в свое время. Ну, не хочется от Кейтлин отказываться. Она ткач судьбы. Может, я докину себе ткачей судьбы и буду себя хорошо чувствовать. Решимость Титана. Я, короче, клятву защитника еще одну сделаю. Плюс манореген. Плюс броня и сопротивление по 25. Я думаю, нормис. Джин, кстати, тоже хорошо зайдет. Он дает минус броню, минус сопротивление. Чисто как саппорта поставлю. Ну, по идее, сейчас у меня Шен и Ривен должны хорошо наваливать. Ну-ка, посмотрим на это. Ну да, с такой-то скоростью атаки еще и заходить за одни линии, то да, это хорошо. Нормально наваливают. Вот видите, то, о чем я говорил, то что иногда перчатки вора, они дают хрень. Вот, допустим, из-за того, что у меня сейчас не было грань ночи, у меня вражеские керри убили моих керри. Вот и все. Вот про этот минус я и говорил. Ну, кстати, ткачей судьбы по-любому надо, если играешь через корки. Там Кетч в 2 звезды. Маукай. Ну вот что делать мне с этими предметами? Что с ними делать? Не знаю, у меня есть идея, это Джина закинуть. Дай Маукая, пожалуйста, уже 2 звезды. В 3 звезды, точнее. А то хп у меня не так много, у меня 15 хп осталось всего лишь. Не издевайся. Ну не издевайся, игра, ну дай. Одного Маукая мне не хватает, прикиньте. Я хочу себе сделать Маукая в 3 звезды, потому что так будет намного круче. Нормально, по 3 опыта, кстати, лутаю. На этой стадии игры разрушители времени дают 3 опыта. По кайфу. Вообще, если у тебя хорошо идут разрушители времени, это сильно. Это очень сильно. Тупо на халяву лутаешь опыт, на халяву получаешь халявные роллы. Единственное, что сложно реализовать, потому что керри маловато. Ну, ой, как маловато. Предмет. Короче, керри разнообразные, и поэтому под каждого керри надо предметы другие. Я, кстати, 2 клинка Гинсу сейчас закину вот так. А что делать? Я ну-ка вынесу этого типа, он на миперах играет. У меня не полные миперы, конечно, почему-то, но в целом плевать. Не, ну когда ткачи судьбы активированы, то корки очень часто запускают большие ракетки. Очень часто. Не, по-любому надо, когда ты играешь через корки, по-любому надо ткачи судьбы. Давай, 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 давай. Хорош! Хотя у него корки 14 тысяч урона накидал. Криты. Ну, блин, я возьму криты, потому что я хочу в дальнейшем поставить себе Джина. А, вот где мой Маукай. А, тогда понятно, тогда нет смысла. Тогда сейчас тупо купим деньги, идем в 9 и пытаемся собрать Шена в 2 звезды. Соберем Шена в 2 звезды, игра станет намного проще. Шен будет разваливать. Там Барт. В Рамусе перчатка вора, но она такие голимые ему предметы дает. Не, без аугментации с перчатками вора такое себе играть, как по мне. Давай, 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 Ривен, давай. Корки, давай. Шен, давай. Молодец, Шен. Умничка. Умничка. 4800 урона нанес. Каким-то чудом в топ-4 зашел. Играя на чем-то непонятном, захожу в топ-4. Ну ладно, на самом деле для меня понятно, на чем я играю. У меня есть чуть-чуть новое. Разрушитель времени. И вот, кстати, играешь, когда через разрушитель времени... А ну-ка, уходи.
Сюда эту прикормку. Зря там Кенча продал. Возможно, бы я его собрал в 3 звезды. Но это вряд ли. ХП у всех мало, кроме одного чувака, который на первом месте. У чувака на первом месте 82 хп, у меня 15. Охренеть. Тут что-то типа галактики Грува, но не галактика Грува. Чё? Странная у него сборка максимально, если честно. Ну, кстати, 2 клинка гинцев уже, но это будет нормальная тема. И каким чудом я их выношу, непонятно. Но у меня уже есть 2 танка жестких. Это по кайфу. 2 клинка гинцу в Джина будет хорошо смотреться. Почему? Потому что каждую секунду будет даваться 14% скорости атаки, а у Джина урон способностей зависит... То есть он будет постоянно, короче, расти урон способностей из-за того, что... Не урона способности, а просто сила атаки будет расти, потому что Джин имеет стоковую скорость атаки. Но за каждую излишнюю скорость атаки он будет получать бонусы к силе атаки. Это сильно. Грейвс пришел. Явился, не запалился. Спасибо, но ты уже не нужен, дорогой. Че брать? Ничего брать. Лучше бы дали перчатки вора, когда не нужны. Поехали. Усиление по максимуму. Куда здесь? Ну, тебе пусть будет. Ну, поехали. Вынесу его или нет? Потому что он сильный. Так, Грайночи у одного есть, а у Шена нету. Но мне нужен Шен в 2 звезды, тогда я должен 100% их сносить. Танк у меня огромный. Пока моих танков бьют, я кайфую. Да, его вынес. Я его вынес. Я думаю, он там тупо в шоке сидит. По 4 опыта, кстати, уже лутаю. Опять Грейвс идет. Не, мне нужен уже Шен. Шен. Падла. Ривен. Ладно, заблокирую. Может, реально Ривена в 3 звезды соберу. Ривен в 3 звезды хороший герой. Джин, кстати, 3200 урона нанес. С такими предметами. Не, ну у него урона нормально. Дохренище, я бы сказал бы. Мне бы доспех Вармога, конечно, в Маукае. Было бы вообще песня. Либо коготь дракона. Коготь дракона даже был бы лучше сейчас. Вон, клятва защитника просто пол хп щита дала. Навали, 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 навали. Давай, давай. Хорош. Я на мгновение подумал, что я сдох. Я подумал, что я топ-2 отлечу. Вот когда не надо, этот Грейвс просто напрашивается. Мне нужен уже Шен. Ты понимаешь, что такое Шен? Вот он, Шен. Еще один мне нужен. — 4900 урона у Джина. В 1 звезду с такими предметами. Сильно. Так, он танков 3 звезды собрал. Стырил у меня Ривена, стырил у меня Корки. Ох, и что ты этот проказник, вы прикиньте. Тырит все у меня, чтоб я вдруг чего в 3 звезды не собрал. Воришка. — 5300 урона у Джина. Не, на самом деле, 2 клинка Гинсу и грань бесконечности — это, получается, топовые предметы под него. Все узнают о нас. О, в своё Шен в 2 звезды, отлично. И что брать? Адаптивный шлем Милию. Адаптивный шлем возьму. Вот, а кстати. Хотя нет, хрень.
Я так что подумал, что можно было бы закинуть адаптивный шлем вместо одной клятвы защитника. В принципе, это ошибкой 100% бы не было, но мне кажется, такое. Адаптивный шлем в любом случае дал бы мне 30 брони и 30 сопротивления, что в принципе и клятва защитника дает 25 и 25. Не знаю, может реально адаптивный шлем перекинуть. Манреген будет, соответственно, чаще станчик будет какой-то. Ривен, давай, давай, давай! Хорош! Боже, я думаю, Типу там максимально обидно. То, что он на 82 хп был и за пару раундов потерял все. Все узнают о нас в свое время. Ну, Ривена я уже не соберу в 3 звезды. Чисто стоит Корки, Ривен, Джин, Шен. Еще Джина бы в 2 звезды было бы вообще песня. Но это, я считаю, что не прям по максимуму реализовал перчатки вора. Можно еще лучше реализовать. Надо будет перезаписать как-то эти перчатки вора, только через какой-то другой билд. Ой, как же хорошо, у меня Шен зашел в заднюю линию. Красавчик. Просто лучший. Уф. Откровенно говоря, я даже не знаю, как и каким образом я смог зайти в топ. Как? Как у меня это получилось? На такой-то сборке. Я, если честно, думал, что у меня не получится даже в топ-4 зайти. Но круто получилось. Мне нравится. Обалденно. Ну, как бы, надо будет перезаписать вот эти вот перчатки вора. Сыграть немножко по-другому. Поэтому, что думаете по поводу этой игры, напишите в комментариях. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, кто до сих пор этого не сделал. Также подписываемся на мой телеграм-канал. Все ссылки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!